Добрый вечер, дорогие друзья. Привет из осенней Варны. Я нахожусь на бульваре Сливница, пересечение с улицей Князь Борис. Собственно, я на бульваре Сливница, за моей спиной кафе Эндорфина, которое я только что посетил. Прикольно. Хорошая скорость интернета, 300 мегабит. Кофе 1 евро с копейками. И сейчас мы будем вам снимать, как обычно, то, что откроется взору нашей камеры. Вот туда, прямо вниз спускается бульвар Сливница к Черному морю. До моря где-то метров 250. Оно виднеется отсюда, там вдалеке, в створе между деревьями. Море черное. С правой стороны отель Черное море, одноименный, близнец гостиницы Интурист. Это знакомо тем, кто живет в Кишиневе, националь, который убили. А Черное море функционирует до сих пор. Даже балконы почти одинаковые. Года постройки одни и те же. Вниз и назад бульвар Сливница пересекает бульвар Князь Борис. Вот здесь вот поворот, и здесь заканчивается проезжая часть, как бы поворот направо, если с той стороны ехать. А дальше пешеходная часть, это идеальный центр считается, Варнинский. А мы сейчас пойдем через парк Севастополь. Вот памятник Стефану Караджа. Чуть-чуть ниже находится одноименная улица, на которой гостиница, в которой я жил. Релакс называется. Очень прикольная. Недорогая. Так, а как же нам пойти? Пойдем мы вдоль Севастополя. Парк Севастополь. Болгары говорят Севастополь. У них вообще вот слова с твердыми окончаниями или началом. Вот, допустим, русские говорят Болгария. Болгария. Пишется, произносится Болгария. А болгары говорят Былгария. Пишется после буквы Б твердый знак. Также и Севастополь без мягкого знака. Севастополь. Вот всевозможные кафе на бульваре Сливница с разным дизайном, с разными ценами. Но цены в общей своей массе, конечно, ниже, чем в Кишиневе. Я говорю в Кишиневе, сравниваю с Кишиневом, потому что для тех, кто меня не знает, я живу в Кишиневе, но и в то же время я гражданин Болгарии. Прожил здесь 4 года. И Плаза. Мислячи по долу. Понадолу, да. Плаза, да. Чух ты така понадолу, да. Вот меня спросили, где отель Плаза, он внизу. И вот варнинские кошки. Очень красивые, очень упитанные, очень ручные. Сейчас мы позовем их. Киса. Какая красивая, видите, как она ждет, чтобы ей что-то дали. Киса, ты такая красивая, и никто тебя не гонит, да? Ты аж засыпаешь на ходу, такая шерсть у нее, такая она беленькая. Вообще кошки в Варне очень красивые, очень ухоженные, очень спокойные, никто их тут не трогает, то есть как не гоняет, не мучает, не напускает собак, как иногда это бывает. Собаки очень дружелюбно соседствуют с кошками здесь в Варне. Раньше было больше собак таких же вот ручных, но сейчас их поубавилось, что-то не знаю почему. Вот, собственно, мы находимся на углу парка Севастополь, будем говорить по-болгарски. Здесь иногда проходят вот в той части, в конце парка, всякие там выставки, неделя поваров, цветочные выставки, медовые, всякие там маленькие ярмарки, и еще возле фестивального комплекса. Вот парк, маленький такой парк
Севастополь. И вот характерная варнинская черта. Кофе-аппараты находятся, кофемашины здесь называют, на улице. Они не как вот в Кишиневе, да, допустим, внутри в магазинах. Они в открытом доступе круглые сутки. Обратите внимание на цены. Для молдаван это 0,40 лева, 40 статинок, да, умножаете на 10, это получается 4 лея. Видите, самый дешевый кофе 4 лея, самый дорогой вот 60 капучино с Нескафе, это 60 копеек. Молоко с эспрессо, мляко с эспрессо, видите, 6 лей молдавских. Для сравнения, в общем, 2 лева это 1 евро. Можете считать, сколько это получается. Ну, короче, 50 статинок это 25 евроцентов. Вот как. Здесь, вот тут видите, дорога такая проходит. Это улица, кажется, Любен-Каравелов. Но это не столь важно для тех, кто здесь не жил. Здесь всегда была и есть стоянка такси. Даже вот написано такси. И всегда были цветы. Видите, вот цветочки здесь продаются. Цветы. Большое видится издалека. Так что мы снимаем цветы с противоположной стороны. Хоп, далеко ходить не надо. Еще одна кофемашина. Цены. Это центр. Варны до моря. 200 метров. Цены абсолютно такие же, видите. Не как в Кишиневе. В Кишиневе 7 лей самое дешевое кофе. Ну, где-то еще в супермаркетах, помню, вот в Фидеско или в Линеле мы видели 5 лей. Ну, это считается праздник. Но там в магазине надо выйти с магазина, искать где-то скамейку. А тут в парке, пешеходные улицы. И этих аппаратов натыкано везде. Очень модно. Еще осталось здесь спорт-лото. Видите, спорт-тото. Болгары очень любят, ну, по крайней мере, раньше это было повальное увлечение. Вот это, все хотят выиграть. Все любят шару. Шару любят все, конечно. Но здесь это было вообще, я помню, такой бум. В 2007, 2008, 2009, когда я жил, вообще выстраивались очереди там в бинго. Утром у них какие-то там скидки непонятные. Какие-то там призы, какое-то бинго с сумасшедшими цифрами. И вот. Так, это у нас какой-то музей, галерея, это галерея, да. В Варне очень много галерей всяческих художественных, частных, естественно, частных, потому что сегодня все частное. Даже, как говорят, Всемирный банк, он тоже в частных руках, кому неизвестно еще. Что у меня как-то возникли споры со старшими товарищами, с единичными, конечно, что, мол, государственный банк, нету государственных банков. Но это другая тема, которая очень простая, несмотря на ее сложность. Все очень просто. Миром правит деньга, капитал. И, естественно, любые мировые процессы, которые особенно модные сейчас, которые проходят во всех странах, они ничего общего не имеют с заботой о человеке или о здоровье. Это или финансовая выгода, или властная какая-то процедура подчинения, я так думаю. И два модных положения. Одно положение, связанное с наколенниками, обязательное ношение наколенников, слюнявщиков. И второе, модное прокалывание. Это два пункта. Могут придумать и третий, и четвертый. Эти оба пункта, первый с наколенниками, никак не защищает вас от ударов каких-либо.
модное прокалывание, в том числе, это пункт подчинения. Они могли придумать какую-то клятву, присягу. Там надо выучить какое-то стихотворение, к примеру, для того, чтобы получить доступ к каким-либо услугам или возможность передвигаться, заходить куда-то, покупать что-то. Все это проходит через эти два пункта подчинения. Потому что только нездравомыслящий человек не может этого понять и соглашается с тем, что у нас страшная эпидемия, которой в принципе и нету. Ибо если бы так было, за 2 года почти половина бы как минимум поумирала бы. Но этого почему-то не произошло, к счастью. Любимые мои варнинские магазины. Я так думаю, что это во всей Болгарии. Так, в Кишиневе такого нету. А если было, то уже нету. Посмотрим цены. Апельсины 3,30 лева. Это $2. Груши 3,80. Это без малого 2 евро. Апельсины дешевле. 1 евро 25 центов. Так, вот эти вот гранаты 3,80, это почти 2 евро. Виноград видно, что привозной, цены нету на него, но он тоже около 3, наверное. И вот что характерно, вот осенью и зимой продаются соленья. Видите, вот квашеная капуста, она по-настоящему квашеная. Есть листья отдельно, а есть рубленая. Вот здесь же рядом соленые огурцы с морковкой, цветная капуста. Это товары осенние, поздней осени и зимы. Видите, называется соленье, называется по-болгарски туршия. Да. Вот помидоры. 3 лева. Это меньше $2 помидоры. Для жителей Молдовы умножаете на 10. Если 3 лева, это 30 лей. Помидоры, смотрите, какие отборные помидоры. Да, такие. И как-нибудь мы договоримся с каким-то магазином и поснимаем его. Кому очень сильно хочется, пишите мне или ищите на канале. У меня есть магазин полный обзор магазина. Ну, не полный, я там внутри снимаю. На курорте Константина и Елена, где я жил. Это 8 километров от центра Варны. По-советски этот курорт назывался Дружба. До Золотых Песков от Константина и Елена 8 км. От центра Варны до Золотых Песков 16 километров. Сами понимаете, что туда ходят городские автобусы. Это не расстояние совсем. Если вы молоды и сильны, можете туда и даже и пробежаться. Да. Так, подходим потихоньку к улице. Сам не помню, как она называется, или братья Миладиновы, или Македония. Скорее всего, что Македония. Да. Вот. Еще кофемашина, пожалуйста. Ну, цены я уже не буду. Ладно, подойду. Вот. От 70 статинок. Мама дорогая. Макачино. Макачино с коньяком 70 статинок. Мясной магазин. Товары для дома. Здесь же к мясу можно прикупить и вино. Вот. Видите, вино. Разливное вино 90 лей литр. 1,5 литра.
1,5 литра, значит 33 литра. Точно как в Кишиневе, ничего удивительного. Хотя здесь курортный город, море рядом. Вот, можно взять себе велосипед на прокат. Но жалко, нету великов на 4 колесах, потому что я неустойчивый, и мне на двухколесных аппаратах опасно ездить. Вот торты, пожалуйста. Хоп, торты, пирожные на любой вкус. Шоколадные пурочки. Пура — это сигара. И тут написано шоколадные пуречки. Ну, можно перевести как шоколадные трубочки. Здесь же продается кофе. Можно выпить кофе, посидеть за столиком, покурить. А кофе в торте кофе Smile. А что за кофе? И вот цена на кофе 90 статинок. 9 лей. Кофе в таком месте. Смотрите, какие торты классные. И цены как в Кишиневе. Как-нибудь попросим. Зайдем. Будь здоров. Поснимаем кофе. Так, идем дальше. Все-таки это улица Македония. Я что-то работал когда-то. Вот там, где вот стройка, реконструкция. Там раньше был гастроном такой хороший, такой красивый. О, видите, как дерево одето в такую сетку, в такие вот шторы. Очень удачное решение. Посмотрите, какой интересный дизайн. Да. Вообще в Варне все очень интересно. И все мало чего поменялось, что мне нравится. А вот что там светится такое интересное. Так, у меня разболталась трость. Она у меня выдвижная. Сейчас мы ее задвинем, упремся в дерево и пройдем дальше. Сейчас. Все, подтянул я трость. Продолжаем наше движение. Идем по улице. Ай. О, вот мне уже кто-то звонит. Ой, вот всегда, вот когда я снимаю, кто-то мне возьмет, да, позвонит по мессенджеру. У Любен Каравелов. Сейчас